Приветствую всех на канале Культура Аниме. Решил сегодня сделать тир-лист по одной из своих любимых игр King's Bounty. Так получилось, что в интернете не нашел ни одного нормального тир-листа по юнитам, хотя игра очень популярна в СНГ. Немножко, конечно, уже старенькая, но достойна своего внимания. Почему-то по героям Меча и Магии очень много тир-листов, а вот King's Bounty почему-то осталось без внимания. Рассматривать будем существ из, по сути, дополнения по ходу орков, плюс несколько будет существ из Красных Песков. Не все будем рассматривать, ближе, так сказать, к оригиналу. Ну, если будут какие-то отдельные интересные существа, может быть, их тоже потом позже рассмотрим. Сегодня будем рассматривать в основном существ фракции людей. И на этом закончим, потому что очень долго будет рассматривать всех существ. Попробую сделать цикл видеороликов по тир-листам, да, распределять. Начнем, соответственно, с людей. По поводу тир-листа, мое мнение единственное правильное, других мнений не существует. Если кто-то считает иначе, может поделиться своими мыслями в комментариях, но мое мнение единственное правильное. А если вдруг кто-то считает иначе, мне жаль. Так, начнем с мечников. Проходниковый юнит, который на самом деле ничего не делает, кроме как имеет небольшую физическую защиту, да, то есть повышенную физическую защиту, и имеет пассивную способность осторожный, которая активируется, когда отряд теряет, стек теряет свою часть, по-моему, треть. Все вот такого рода способности, они как будто бы сделаны для того, чтобы нам было сложнее играть против этого юнита. Потому что когда ты играешь за такого рода стек, ты вообще стараешься не терять 30%. 30% это очень серьезная потеря стека. И это вряд ли кому-то интересно потерять 30% своего стека, а потом пытаться его воскрешать. Особенно учитывая, что если ими играть, то в начале, а в начале у вас проблемы с массовым воскрешением, да, даже одного юнита, не то что там целого стека. Вот. Поэтому единственное их применение — это я иногда рад видеть их как суммонов, которые будут принимать просто удар. И все. Единственное, что они могут делать на самом деле. В остальном неинтересный юнит. Просто могут держать удар. Все. Больше урон средний, даже ниже среднего. Все показатели средние, все среднее, скорость средняя, все среднее. Ничего особенного. Юнит так себе. Тирлист у нас, кстати, делится на две части. Цветная часть — это то, как мы оцениваем юнитов в своей армии, а серая часть будет, соответственно, оценена как вражеские стеки, да, то есть как вражеский стек я бы оценил их вот как мелкую дрянь, потому что на самом деле, опять же, как я сказал, у них не то чтобы большой урон, но они иногда встречаются, кстати, в кошмарно огромном количестве, да, то есть там 500, 800 штук, да, в стеке, и этим могут, конечно, сильно вводить из себя. Тем более, что когда ты там сносишь им, допустим, 150, да, они начинают еще и уворачиваться. Учитывая, что у вас всего 5 стеков, и каждый ход, каждая атака вашего стека имеет намного больше value, чем атака или любой ход стека у врага, когда у него, допустим, 12 стеков, да, там один из них, или там 9 стеков, и там один из них — это эти мечники, а вы тратите свой ход на то, чтобы промахнуться, это крайне раздражает. Поэтому, так сказать, мелкая дрянь. Гвардейцы. В принципе, то же самое, только чуть-чуть лучше. Повышает мораль лучникам? Ну, так, слабо, слабо. Имеет те же способности, что и все люди, то есть любимый враг и боевой дух. Честно говоря, как по мне, это одни из самых слабых способностей расовых. То есть у ящеров это снятие яда и кровотечения. Крайне приятная вещь на самом деле. Адреналин у орков вообще так имба. Некроэнергия нежити. Тоже интересный способ восстановления плюс взаимодействия с этими злоганами. И вообще в целом у нежити есть приколы. Вот, на которые можно выйти через свои же пассивки героя, да, то есть есть что интересного. Ну, короче говоря, людей немножко обделили. Вот. Дальше вот лучники. На самом деле мне нравятся лучники. Лучники лучше, чем, естественно,
чем, естественно, мечники, потому что это, во-первых, юнит дальнего боя, да, то есть ему не нужно подходить, чтобы наносить какой-то урон, у него есть и ледяные стрелы, подзамедлить какой-нибудь стек, да, и огненные стрелы, особенно ледяные стрелы хорошо работают против стеков, у которых скорость 2, да, то есть снизить с 2 до 1 это на 50% снизить, очень сильный эффект на самом деле. Ну, то есть, как и ну, в любом другом случае, если, допустим, снизить скорость стека, у которого скорость 6 до 5, это не очень решает, да, каким-нибудь оборотням, которые там и так бегают как угорелые, и вы там снизили им, ну окей, они бегают не 4, бегают 3, все равно, то есть они быстро доходят. Другое дело, когда вы снижаете скорость с 2 до 1, это очень сильно. Огненная стрела тоже помогает разнообразить тип урона, который можно наносить он. А с нужными артефактами, с нужными компаньонами стрелки могут, ну, лучники могут, как стрелки, прям засиять. Очень неплохо показать. Плюс еще есть много всяких айтемов, которые снижают требования к ним, ну, по лидерству. То есть можно очень неплохой ударный стек собрать. Как против нас, так это, конечно, богомерзкая тварь просто, потому что даже один лучник, если подожжет вам, а он стопроцентно поджигает с огненной стрелы, он подожжет вам юнита, и вы по-любому не обойдетесь какими-нибудь, ну, без потерь, да. То есть, если мы рассматриваем прохождение без потерь, они очень раздражают. Очень раздражают. И замедление, конечно, поменьше раздражает, но тоже не то чтобы прям супер приятно. Но вот огненные стрелы, они очень бесят, потому что это требует дополнительного внимания. Вам нужно будет или рассеивание кинуть, или еще что-то, чтобы не потерять этого юнита. Короче говоря, отстойно. Дальше, священники. Священники мне не нравятся от слова совсем. Есть вариант накачать их, да, то есть разогнать их сильно. То есть играть на паладине, взять из красных песков нового компаньона, который дает им +1 к магическому урону, и вот так вот пытаться разогнать их до какого-то момента. Но все равно стеклянная пушка. Один залетный там дебаф на отравление, на огонь, еще что-то, или там выстрел критический от каких-нибудь злобоглазов, и все. Он там теряет чуть не половину стека. В целом мне вообще не нравятся юниты, у которых меньше 100 хп, да, и священники под эту классификацию подходят. Против нас почти так же плохие они, то есть очень мало урона наносят. Зачастую юниты, которых мы используем, имеют высокую магическую защиту, и они еще меньше урона наносят, да, то есть на кривой стреле они там даже 4 сотни священников может вообще никакого урона практически не наносить. Вот уже мы пришли уже к первому, на самом деле, интересному юниту. Это инквизиторы. Инквизиторы это юнит, который раздает стиля, конечно. Он со временем немножко теряет свою актуальность, но в начале это один из самых лучших юнитов. Это самый лучший стартовый юнит. Святой гнев, который заливает ярость, может вообще full столб залить магу с одного применения. То есть 10 ярости сразу дать на 2 применения дракончика. То есть это сильно на самом деле. Плюс разделение его на 5 стеков гарантирует вам практически всегда бои без потерь, потому что вы можете просто труп воскрешать, имея минимальную силу воскрешения, да, там 7 единиц, по-моему, восстанавливает, если он один в стеке, и вы просто поднимаете, и таким образом можете проходить неприятные бои без потерь абсолютно. И, соответственно, раскачивайте их с помощью, ну, раскачивайте дракончика с их помощью. Они не теряют актуальность в целом против нежити в дальнейшем, но в какой-то момент вам уже нужны ударные стеки, а не утилити стеки. То есть где-то в конце Алого Ветра, даже ну где-то на Бола еще нормально, а вот в конце Алого Ветра уже тяжело. Уже, ну, точнее наоборот, где-то в начале Бола уже тяжело. Вот в конце Алого Ветра еще они тянут, там 2 стека может быть у вас, а потом уже тяжело. На Ржавом Якоре, ну, 2 потолок. Потом уже все, на Вероне вы не пользуетесь им как одиночным стеком. У вас появляются юниты, которые сразу могут по области долбить и там много ярости получать и без такой обилки. Хотя против нежити не теряет актуальность на протяжении всей игры.
Вот. Как против нас, честно говоря, не сильно лучше, чем священник, потому что по той же логике у него магическая атака, у нас очень часто от магического урона юниты хорошо защищены, и мне кажется, слабовато. Слабовато он выглядит как вражеский юнит, практически ничего не делает. Вот. Дальше архимаги. Вот архимагов я на самом деле поставлю тоже раздают стиль, но они получше, конечно, чем священники. Это еще не синема и, конечно, не дар божий, но они хороши. Они хороши. У них нет слабых мест, на самом деле. Они плохи тем, что в начале, как бы, как ударный стек, они не очень, потому что, на самом деле, хорошо бы разогнать немножко моралью, артефактами. Их очень легко. Это юнит, который, ну, один из самых простых юнитов, чтобы довести его до стопроцентного крита. Ну, и особенно если у вас есть какое-нибудь платье Магессы или там посох Архимага хорошо с ними сочетается, с талантом Архимаг у Амели, который снижает требования лидерства. То есть можно серьезный ударный стек все-таки собрать из них. А вначале он хорош тем, что кидает магический щит, который снижает урон, практически самое сильное заклинание защитное в игре, если не самое сильное. Вот. Но, опять же, не требует каких-то мощных инвестиций в себя и помогает вам набить, кстати, медальку на сопротивляемости к урону. То есть очень хороший overall, так сказать, без изъянов юнит в целом, без изъянов. Но вот не хватает ему прям стиля наваливать, да, то есть он хороший, мне он нравится. Как против нас слабый. То же самое. То есть может накинуть щит, но опять же, щит хорош для нас по той же логике, что я описывал раньше по поводу уворотов у мечников. Щит хорош, когда он, допустим, прикрывает, допустим, 20% вашей армии. То есть в нашем случае 5 стеков, а на одного кинули щит, 20% армии получает по половину урона, да. Когда там, опять же, 9 стеков, и Архимаг кидает на каких-нибудь терни охотников щит, просто игнорируем их, и все. Вот. Иногда могут наносить хороший урон, но опять же, та же проблема, что и у двух предыдущих. Магический урон, часто наши юниты от него хорошо защищены. Вот. Перейдем к следующему. Вот рыцари. Мне нравятся рыцари. Мне нравятся рыцари даже больше, чем архимаги. В отличие от легенды о рыцаре, им подняли инициативу. Они отличаются от своих старших братьев, о которых мы чуть позже поговорим, и имеют способность круговой удар сразу, да, то есть не как в легенде о рыцаре, надо было прокачивать. Вот. Но из интересного, соответственно, высокая физическая сопротивляемость, 30%, если мне память не изменяет, и 30% к огню. Хорошие сопротивляемости, юнит танковый, его так просто не снести, он наносит очень приличный урон. Если его разогнать, я думаю, он даже дотянет до ранга синема на самом деле, потому что когда закачанные до нереальных цифр рыцари дают круговой удар и режут там 5 стеков сразу, да, с кругового удара, это очень круто выглядит. Это реально синема. Вот, так что мне он очень нравится, он хороший. Единственная проблема, в начале его просто не достать. Вот. Конечно, что еще скажу про систему опыта, потому что в походе орков, по-моему, начинается система опыта, то есть чем больше вы играете каким-то юнитом, тем сильнее он становится. Систему опыта можно, кстати, в Красных Песках отключать через патент, который вам дают на Дебире. И можно играть в классическую версию. Но мне очень нравится играть с опытом, да, потому что на 10-м, на 15-м уровнях юниты могут получить +1 к скорости или +1 к инициативе. Это очень круто. А некоторые, юниты 5-го уровня получают еще плюс к урону, да, потому что в моменте юниты 5-го уровня немножко просаживаются по урону по сравнению с юнитами там 3-го, 4-го уровня или тем более 1-го, 2-го. Вот. Короче говоря, очень классный юнит, мне он нравится, и мне кажется, он достоин быть в Синема. Как он, если не раздает, он, может быть, и раздает стиль, на самом деле. Он раздает стиль. Все-таки он, сложно сказать, на самом деле. Мне он очень нравится. Вот я поставлю его в Синема, но чисто из-за кругового удара. Круговой удар, контрудар у воина, да, если его телепортом закинуть в вражеский стан, он там просто раздезает все.
Против нас ужасно танковый, как я и говорил, тяжелый для того, чтобы разобрать юнит. Мне он, ну, не нравится, если честно. Он неприятный. Вот. Паладины. Паладины. Паладин отправляется, конечно, в тир дар божий. Это не юнит, это благодать какая-то, потому что это юнит практически без слабых сторон, который выдает нереальную пользу просто. MVP, вы можете надамажить им 0% от общего этого, но при этом он будет MVP матча. Настолько у него сильные способности. Прилив сил — это, по сути, одарение, который стоит вообще-то 20 маны, и его еще найти надо и кастануть, а он кидает одарение и при этом даже не тратит ход. То есть, если у вас есть еще один value stack, он просто, считайте, ходит дважды, раз в 3 хода. Сильно, крайне сильно. Я молчу про его массовое лечение, массовый хил. Это основа для прохождения без потерь. Ну, один из видов прохождения без потерь, да, там можно по-разному проходить, но с живыми существами это база. База. Паладин — это база. Колоссальный урон, отличная защита, защита от магии, защита от физики, мастерство, повышает защиту каждый раз, когда получает урон. Очень танковый, очень, очень хороший юнит. Без изъянов. Единственная небольшая слабость — это инициатива. Но опять же, как сказать, это слабость? Будь у него высокая инициатива, он бы не смог закидывать одарение, да, то есть прилив сил называется способность, которая дает повторный ход, он бы не смог это закидывать на отходивших юнитов. Конечно, можно было бы нажать на нем ждать, но, извините, надо все-таки как-то балансировать юнита. Он долго ходит, да, у него низкая скорость, низкая инициатива, но когда он доходит, он бьет сильнее рыцаря, да, то есть он очень-очень больно может делать. Он очень больно бьет, и нежити демонов все-таки больше, чем драконов. Рыцарь наносит дополнительный урон по драконам, они наносят по нежити и демонам. Напоминаю, что последние локации — это все-таки нежити и демоны, да, демоны в частности. Вот. Как против нас, так все понятно. То же самое, только еще хуже. Вот. Кавалеристы. Кавалеристы — это юнит, который, честно говоря, как будто бы немножко не подходит для игрока. Для игрока он немножко не подходит. Их сложно найти в начале. Они мне нравятся. Мне хочется ими играть. Но, несмотря на то, что они защищены, да, у них есть броня, у них есть сопротивление огню, у них отличный урон, на самом деле, хорошая инициатива, скорость, но они плохо все равно защищены. Для юнита, который врывается в гущу врагов, а именно так вы нанесете максимальный урон, да, им, то есть у него потенциал есть наносить урон, но, типа, бить, отбегать им все время, как-то это все что-то не очень. Тяжело их восполнять, у них, опять же, как я говорю, защищены, но недостаточно хорошо защищены для того, чтобы мы ими играли. Вот. И мне нравятся они, но я бы сказал ситуативно. Их сложно найти. Вначале они были бы еще неплохо, да, то есть бегают там, когда 5-6 стеков, когда сложно снести вообще один юнит в стеке, они хороши. Но под конец с ними больше возни, на самом деле, как будто бы. Да, хороший юнит, типа, хорошо бегает, да, там, может нанести колоссальный урон, но при всем, что он быстрый, инициативный, он получился какой-то неповоротливый. Я им почти никогда не играю. Вот рыцари очень сильно защищены по сравнению с ним. Да, то есть рыцари, у них больше хп, у них больше защиты, у них мастерство, у них стальная броня. Здесь, по-моему, физический урон поменьше сопротивления. В общем, слабее они показались. Зато как против нас, так это вообще отвратительный стек. Огромная инициатива, огромная скорость, компьютеру насрать на потери, и он влетает просто сразу, начинает нас резать. Блокирует стрелков, еще что-то. То есть постоянно требует внимания этот юнит. Раздражает, одним словом. Дальше крестьяне. Да. Крестьяне — это, конечно, это рофл. Со времен Легенды о рыцаре они обзавелись аж 3 новыми способностями. У них было только чувство локтя, а теперь у них есть и корчевник, и любимый враг, и боевой дух. И все равно при этом юнит обоссанный. Ничего не может. Вообще ничего не может.
Ужасно слабый, низкая инициатива, низкая скорость, низкая атака, все низкое, ужасный юнит, ничего не делает. С балалайкой вы можете поднять ему, ну, я не знаю, просто тратить 13 тысяч на балалайку, чтобы дать ему 3 морали. Ну, так себе, прохладно. Фри опыт, естественно, это просто фри опыт, когда встречаем против нас. Досмотрим остальных уже людей. Вот. Мародеры или разбойники, не отличаю их. В общем, синие. Те, которые могут телепортироваться на сундуки. Ну, юнит, опять же, сильно проседает по статам, так еще и глушит мораль, да, то есть остальным. Не так часто срабатывает, да, вот это вот отрицательная его мораль, но как юнит мне вообще не нравится. Возможность телепортироваться к ящикам, ну, так себе возможность, когда мы играем, потому что мы, опять же, не хотим, по той же логике, мы даже кавалеристов не особо-то хотим, да, защищенный юнит 4 тира, да, не очень хотим закидывать, а этих-то, их там вообще порвут на куски, вот. Зато против нас довольно неприятно. Телепортнулся на какой-то рандомный сундук, и инквизиторы получили этот минус в стеке. Ну, неприятно, неприятно. Вот. Зато вот их друзья, так это были мародеры, это, видимо, разбойники. Или вот это мародеры, вот это разбойники. Это, по-моему, разбойники, это мародеры. Вот. Мародеров мне нравится, я почему их поставлю на тир повыше, мне нравится их способность обыскивать трупы. За бой можно трижды обыскать трупы, и это на самом деле, у них есть бег, по-моему, еще. Вот. Бьют тоже через клетку, так же, как и эти. Ну, все равно слишком слабо. Я даже священников сюда поставил, а тут тем более они должны быть. Вот, ну вот так. И мне нравится возможность порыскать по трупам, дополнительное золото получить. Это на самом деле прикольно и бывает полезно. Вот. Зато тут они на самом деле фри опыт. То есть у них есть бег, но все равно не проблемный стек. Абсолютно не проблемный. Не требует ни внимания, ничего. Они еще иногда могут сами порыскаться в трупах, потерять на этом ход. Вот, так что так. Ну, такой получился тир-лист людей. Будем пока смотреть. Будем смотреть, что делать с остальными. Всем спасибо. Буду выпускать новые ролики в течение некоторого времени. Всем пока.